Пила аккумуляторная Днепро М начала резко разряжать аккумуляторы. Начинаем разбираться, что с ней не так. Сняли шину с цепью. Странные звуки из области двигателя, когда мы вращаем ведущую звездочку. Вращается тяжело, странно. Идем разбирать пилу. Надо сказать, что данная пила проработала немного. На данной шина у нее родная. Цепочка 4. Это. Звездочка по факту. Несмотря на то, что она пилит только небольшие ветки. В крайне изношенном состоянии. Вал деформирован. Звездочка болтается на самом валу. На валу видно, есть вмятины, по которым сам вал деформировался двигателя. Снимаем крышку. Здесь тоже непонятное явление, как оплавлено, наплавлено. И вообще впечатление, что вал стоит криво по отношению от параллельной оси. Вот как мы можем видеть. С самого начала пила, вообще после момента покупки в 2021 году, пила была проблемной. Она разряжала аккумуляторы до состояния, с которых их невозможно зарядить. Их принудительно надо было заряжать. И 3 раза я ее носил в сервис. На 3-й раз что-то нашли, сделали, выяснили все-таки. Так что сейчас начало повторяться. Но повторяется, я смотрю, в более сложном моменте. После разборки, в принципе, причина найдена сходу же. Открученный двигатель самой пилы. Двигатель болтается, из-за этого его походу и перекосило. На обратной крышке можно, как видеть, болтающийся двигатель выплавил кусок пластмассы даже. Место, куда улитка, куда должен подаваться охлаждающий воздух, подает ротор двигателя. Сейчас будем разбирать дальше. Но двигатель болтается, то есть такого давно не видел. Кстати, вон даже видно, валяются винтики, которые должны что-то держать. Выкрутив пластину с двигателем, находим причину, чего двигатель стоял наперекосяк. Вывалились винты, крепящие двигатель к этой пластине. Эта пластина беленькая у нас крепится к корпусу на шурупах. А сам двигатель из-под нее на винтах, вот он один остался, крепится к этой пластине. Вот вывалились оба винта. Вон один валяется, а вон валяется в маслонасосе и второй винт. Куда ему, собственно говоря, он и должен падать. Качество сборки называется ниже Китая. На защитной шайбе на самой со стороны ведущей звездочки тоже имеются значительные повреждения. Протерло отверстие большое, ну и на ней следы перегрева. И ее перегрев, естественно, вызвал деформацию корпуса. При перекосе двигателя получилось
Корпус подплавило, было трение, был перегрев. И пружина маслонасоса, которая поддерживает в нужном положении вот шестеренку маслонасоса, вплавилась в корпус. Сам корпус имеет термические повреждения, как мы тут видим. Подплавило его знатно. И термические повреждения имеет другая половинка корпуса. Вот мы их тоже видим. И все из-за того, что кому-то было лень поставить капельку герметика под эти 3 винтика. Что можно сказать? Да ничего тут не скажешь. Будем сейчас думать, пытаться что-то восстановить.